Всем привет, ребят! Мы сегодня начинаем проходить игрушку «Рубить в нее Астронир». Игра, собственно, является песочницей про космос, про неизведанные дали и так далее. В общем, будем развлекаться, может быть, даже самостоятельно, либо как-нибудь по заданиям. По-моему, вроде с обновлением пришли там в игру задания конкретные, есть цели. Цель, насколько я прочитал, насколько я понял, вернее, то, что надо какие-то 9, по-моему, артефактов собрать и как-то их в ряд выставить и что-то такое там зажечь, и будет тебе счастье. Ну, и так сказать, цель игры не самая сильная сторона этой игрушки. Поэтому, в общем, тут дело в атмосфере, дело в песочнице, дело подшивании воротничка к подворотничку. Ладно, погнали. Одиночная игра. Сейчас обучение придется пройти, все-таки она довольно-таки непростая, по-моему. Костюмчики. Можно за жердяя. Биокостюм. Ага, вот это прикольно. Где-то я, по-моему, такого чувака видел, то ли в «Звездных войнах», то ли где-то еще. Это сутулый какой-то. Строительный этого. На шахтера похож. Не знаю, почему такие ассоциации. Заблокирован. Ну, это, видимо, в конце игры такой костюмчик какой-то. Это прям Among Us или... Да, вроде Among Us, вот, да, игрушка. Очень похожий костюм оттуда. Бедра широкие. По-моему, это баба. Оно и заблокировано, кстати. Так. Окей, значит, надо выбирать что-то из трех. Костюмы, козырьки. Причем их два. Это что-то такое непонятно. Ляпы какие-то. Ясно. Это, видимо, эмодзи. Игрушка же кооперативная, то есть там можно еще и толпой играть. Молчание на YouTube. Лех, ты зеленый. Да. Что, сильно зеленый? Сейчас тогда попробуем исправить. Так. Молчание на YouTube. Какой-то. Я понял. Фишка с освещением. Так, сейчас... Давай так. В фильтрах что-нибудь поковыряем. Молчание на YouTube. Давай исправляй. И удачного стрима. Сейчас поправим. Ладно.
Ну, вроде как-то так. Должно быть получше. Так. Костюмчик. Костюмчик какой. Да, синего нет. Так, и собственно что? Надо обучение. Настоящее кораблекрушение. Молчание до YouTube? Шрек. Ха-ха. Скажи, это мое болото. Ну-ка давай еще раз. Сейчас мы попробуем другие настройки тогда. Постоянно, блядь, свет камеры. Какая-то жопа. Так, пу-пу-пу-пу-пу. Тоже не то. Вроде получше. Так, смотрим. Так, основные элементы управления. Собственно, что, начинаем обучение. Посмотреть на красный маячок. Смотрим. Окей. Ну и что дальше? Посмотрел я на маячок. Выходим. Отправляйтесь к разбитому планетоходу. Окей. Так, у меня, короче, кислород кончается, если я далеко откуда-то хожу, да? То есть прям за этим делом надо следить. Так, опора. Отпустить, включить курсор, основной прыжок. Давай сюда. Кислород. Угу. То есть эти опоры, короче, их надо походу тащить как этот, как линии передач. Скорее всего так. Так. Кислород поступает, линия опор. Сейчас посмотрим. Нет. Они... Почему только 3 опоры? Где остальные? Октава. Привет. Привет, Октава. Октава. Мне сегодня на плавание. Хорошо. Так, тут куча опор. Кислород поступает не там. Интересно, на какое расстояние их можно тыкать? Остановить опору. Так, идите вдоль линии опор. А вот они. Подожди, я тут не стоял, это значит чужие. Октава. Поэтому вернусь. Хорошо. Так, рюкзак.
Подбираем что-то. Заберите припасы из выброшенного рюкзака. Открываем. Рабочий фонарь. Так, отправляйтесь к синему маячку. Погнали к какому-то маяку. Вот теперь что, опоры ставить не надо? Не, у меня кислород кончается, кстати. Потерял я где-то этот маяк. А он по прямой, а вот он. Так, то есть это получается этот фонарь, короче, дает немного кислорода. Эй, тихо, тихо. Достаньте инструмент изменения рельефа. Пылесос это. Я его в трейлере видел. Так. Удерживать и изменить поверхность. Понял. И добудьте из залежей соединения для печати опор. Угу. Вот это дело. Пузырьки какие-то. Напечатайте комплект опор из рюкзака. Я понял. Так, как это сделать? Угу. Все понятно, как эти опоры печатать. То есть надо вот эти пузырьки собирать. А то, что у меня на рюкзаке, это, скорее всего, там ячейки. Количество. Ну-ка, их 8 штук, 8 слотов, короче говоря. Смолу для печати контейнеров добыть. Давай. Напечатайте контейнер. Тыкворез. Мое почтение и лайкос, милорд. Привет, говорят. Спасибо. Молчание до YouTube. Че пьешь? Кофеек. Он задохнулся. Надо было, наверное, что покрепче, да? С такими игрушками. Пока разберешься, да? Что там изображение? Это все равно зеленое осталось? Ну, в смысле, камеры. Короче, пока я бегу по опорам, мне этот кислородное голодание не светит. Это хорошо. Тут в игрушке, значит, надо следить не за количеством там жратвы и так далее. Тут надо следить за кислородом. Запас у тебя небольшой, как получается. Ну, не знаю, может быть, потом его как-то можно увеличивать будет. Все равно зеленая. Бля, я не знаю, в Молчание до YouTube? Да, зеленая. В ОБС у меня вроде как вообще прям чуть ли не этот какой контрастность не зашкаливает. Я не знаю, что такое. Будем зелеными, короче, сегодня. Сегодня такой день, короче. Так, кислорода ни хера нету. Бля, он сейчас опять задохнется. Молчание до YouTube. Посмотрел на прошлых стримах ты, и там зеленый. Че, прям на всех? Блять, жизнь-то мало. Чувак, делай кислород. Пизда, задохнулся. Молчание до YouTube.
Походу в освещении дело. Может быть. Может быть, тут надо, видишь, короче говоря, ловить баланс между хромакеем и самой камерой и освещением, блядь, и потом одно к другому. Вроде как смотришь на этот, как он, ну, полноэкранный режим, как бы выводишь. Так вот вроде присматриваешься, все, ништяк. Надо опоры, наверное, поднять. Пизду, тащим опоры, короче, прям до оттуда. Далековато, а что делать? Короче, смотришь в ОБС, все ништяк, как бы конкретно на трансляции почему-то. Может быть, YouTube еще как-то обрабатывать через жопу, хуй его знает. Молчание до YouTube? На последних. Освещение да. Молчание до YouTube? Ну будь в курсе. Да. Это прям надо, короче говоря. Вроде смотришь нормально. Семейный ют. Добрый вечер. Снесла и Косик. Привет, спасибо. Чуть почаще их ставите. Хрен знает, конечно, сколько у меня этих опор. Молчание до YouTube? Говорю, как вижу, бро. Спасибо. Я... Блять, проебал. Попробую еще, конечно, покумекать, что там можно сделать. Может быть, с освещением что-то добавить, что-то убавить. Но, блин, короче, фишка в балансе. Плюс еще то, что этот, как он, свет в окошко падает. Это тоже дает свои плоды, так сказать. Хер знает, я уже и шторы, блядь, довольно-таки плотные купил. Все равно. Трошки свет пробивается и все. Ну, хуй знает, может камеру менять. Либо выключите, я вообще в пизду. Чтобы не смущать никого. Так, где бы опору-то найти? Что-то я как-то... Как-то я их многовато поставил, по-моему. И либо их можно сделать. Пойдем попробуем все-таки это в рюкзаке взять рельефную эту херню и сделать до хрена опор себе. Сюда продлить их, чтобы это перемещаться тут спокойно. Но я не знаю, получится ли у меня подняться на горку. Так. Где рюкзак? А, вот он. Напечатайте контейнер для рюкзака. Чуваки, у меня сейчас Молчание до YouTube? Ну зеленьш немного. Да, камеру не выключай. Сейчас опять кислород закончится. Твою мать. Короче, тут с кислородом прям вообще засада. Бля, где опоры? Вот они. Зеленишь немного, но, кстати, этот как надо будет посмотреть, может быть, правда, солнце немножко поспрячется. Пробовать света немножко добавить. Должно прокатить. Смотрим. Молчание до YouTube? Че за игра, то, кстати, такая? Игрушка называется Астронир. Источница. Так. Надо опор поналепить. В пизду возвращаемся. Пока я не подох. Да я вижу. Блин, где опоры? Где опоры, твою мать?
справиться. Вот они. Тихо, тихо, тихо. Сейчас он подохнет. Все, успел. Так, кислородка-то есть. Давай делать опоры. Не очень, конечно, я их экономно тут расставил. Так, напечатайте контейнер для рюкзака. Печатаем. Вот этой херни наверняка надо пособирать. Но кислорода хватает. Да, вот спор, что-то такое, вот прям, я не знаю, чем-то вот он таким отдает. Но разработчики никак к этому не относятся. YouTube чем-то споре напоминает. Разрабы к этому никак, кстати, не относятся. Отдельный разработчик. Так, что это? А почему у меня смола к этой херне привязана? Она прям сзади почему-то приклеилась. Смола, природный ресурс. Как мне отсюда смолу-то вытащить? Почему она в контейнер не собиралась? Так, ну давай попробуем еще пособирать. Вот смола. Да, тут я до хрена, кстати. Тут можно закапываться прям до ядра. И, по-моему, если я не ошибаюсь, в ядрах каждой планеты, в ядре каждой планеты есть тот самый артефакт искомый. Так. Малый контейнер. Постройте эстакаду, ведущую к площадке шаттла. Угу. То есть надо, короче, как-то к ракете этой добраться. Подожди, инструмент изменения рельефа нет. Молчание до YouTube. Доставщик смолы. Угу. Бля. Да что такое? Что это такое вообще? Обычно в песочницах надо очень долго сначала разбираться, а потом уже торчать с нее. Контейнер. Что этот контейнер вообще дает? Блять, короче. Я не понял. Так, ну ладно, хотя бы нет ресурса на этот такого, на воздух. Типа, дыши сколько влезет, чувак. Постройте эстакаду, ведущую к площадке шаттла. Инструмент изменения рельефа. Не пойму. Мне почву надо собирать? Да нет.
Ну, давай, конечно, попробуем. Может, что-то из почвы надо сделать? Нет. Походу нет. Молчание до YouTube? А я, кстати, на больничном со сломанной рукой сижу. Она как? А что это? Где умудрился? Малогенератор, контейнер, опоры. Постройте стакаду, идущую к площадке шаттла. Может, эту хрень надо откопать? Да не, это вряд ли. Молчание до YouTube? Попал под замес. Что за замес была? Дикая кровопролитная драка? Блять, все не то, какая-то херня. Секунду, сейчас я подойду. Молчание до YouTube? Ага, отбивался от варяг. От варяг. От врагов, наверное. Так, постройте стакан, ведущий к площадке шаттла. Чё-то я ни хрена не пойму. Чё-то меня требует. Так, язык. Тон, рюкзак, каталог. Инструмент изменить рельеф. Хрен знает. Молчание до YouTube? Да, толпой напали. Отпи. Избили. Вот пиздец. Какой-то беспокойный город. Вроде мелкий. Все-таки умудряется, блядь. Малолетки, наверное, поди какие, да? Без башки.
Так, а альтом мы, короче, наращиваем, да, поверхность? Получается так. Ну, допустим. Блять, я еще криво ее тут нарастил. Как-то странно тут наращивается. Я могу пройти? За хер там. Она странно наращивается, правда. О, я еще и ебнулся куда-то. Ошибись. Не знаю, может быть надо почву типа набрать где-то. Тяжеловато пока с управлением. Что это за хрень? Валяется. Это рука. Так, давай попробуем еще вот здесь вот нарастить. Я так понимаю, просто типа дорожки себе вот сюда надо построить, чтобы я просто взял спокойно и забрался на эту херню. Как бы вот так. Да, попробуйте запустить малыша там. Так, как это сделать? Рабочий фонарь. Это что за ёбан? Запустить на орбиту, ну давай. Выйти из малого. Получите двигатель на твердом топливе, выйти из малого шаттла. Ну давай выйдем. Изучите запись о двигателе на твердом топливе в каталоге. Открываем каталог. Где тут про твердое топливо вообще? Ого. Ну, допустим, закройте каталог. Найдите образцы для исследований, чтобы заработать байты. Окей. Что за байты, я не представляю. Ну, это, видимо, какая-то валюта, может. Нынешняя. Ай-яй. Плохо дело. Вот главное, короче, не попадать вот на эту херню. Еще и опоры кончились. Их, вот это что такое? Опоры. Это были мои опоры, я их потерял. Давай еще опор сделаем. Не знаю, сколько там лимит, надо будет посчитать как-нибудь. Сколько опор можно забацать. А почему он мне Лайнери спамит? N-игру покупал. Это вопрос или утверждение? Ну, я, если ты не спрашиваешь, то да, я ее покупал. В Стиме тут по скидке я ее продаю. 300 с чем-то рублей. О, какая пещерка. Бля, у меня сейчас кислород же может закончиться. Правильно. Молчание до YouTube. У тебя цезура походу.
Я больше так не буду. Но ты меня понял. Цензура, там сообщения какие-то стоят эти, ну там автоматически то, что YouTube там вырезает и все. Так у меня вроде особо цензуры-то на этих, на... Ну, допустим, от Пи из Бири, то, что ты написал, то там нет такого. Эту цензуру я не захавал. Да YouTube особо тоже не предъявляет, по-моему, за эту цензуру. Так, надо разобраться, почему, что с опорами-то? Почему я их? Они у меня как бы есть. Это что, почва? Почему нахер? Малый принтер. Не знаю, это надо вообще или нет. Подожди. Что это за хрень вообще такая? Это кабель можно тянуть. Не знаю. Так, тут смолы до хрена. Вот. А надо опоры. Потому что кончается кислород. Вот опоры. Берем. Найдите образцы для исследования. А тут указано случайно этот как его. Куда идти? Вот он где. Давай, кислорода-то должно вроде хватить. Просканируем. Получены байты. Хорош. Так. Разблокируйте двигатель на твердом топливе в каталоге. Давай-ка мы сначала нет. Сначала мы вернемся. Блин, я бы сбегал, наверное, с этим делом бы и нахлопал бы себе побольше кислорода. Нужны опоры. Тут растения, блядь, какие-то нахватал. Срались они мне 300 лет. Целый клондайк. Так. Давай смотрим, как. Это вот, наверное, мы выкинем. Органика не нужна. Смола. Да пока не надо. Вроде. Бинскот. Лайкосик за стримец, удачного стрима. Спасибо, Бенскот. Я могу опоры теперь ставить? Походу нет. А почему, интересно? Там такие вот пипки были, это я помню, то что это рабочий фонарь. Изменить это можно как-нибудь? Вот сюда его поставить. Девальфо от bmd.gg. Добрый вечер. Привет, Вольфут. Опять малый принтер. Погоди-ка, а почему он мне делает эти малые принтеры? Для чего это вообще? Вилка кабеля. У меня уже два этих малых принтера. Распечатывает из ресурсов малые и средние предметы. Во время работы расходует на единицу энергии в секунду. Вот опять их два. А где опоры-то сами? Я сейчас, если буду спускаться в этот того самого, задохнусь. Так, двигатель на твердом топливе. Каталог исследований. Открыть крышку клавиши. Так. Разблокируй двигатель.
Какая забавная механика. То есть сначала надо крышку откинуть, потом, блин, на кнопочку нажать. Зачем это? Каталог исследований. Закрыть каталог. Давай. Напечатайте малый принтер из рюкзака. Ну, тут их два уже. Малый принтер. Так. Угу. 2 смолы надо, чтобы эта хрень заработала. Погоди, алюминий, аммоний. Малый контейнер. Так, двигатель на твердом топливе. Ну да, естественно, чтобы печатать все это дело, это надо аммоний и алюминий. Малый принтер из рюкзака. Я не знаю, может быть, дополнительно надо мне еще раз напечатать малый принтер. Давай его соберем, попробуем. Сейчас мы тут свисток достанется, пылесос. Итак. Все, я, считай, напечатал. Или не подходит? Так, малый принтер. Разверните малый принтер опять. Куда мне столько этих принтеров-то? Ко мне с ними солить их. Давай вот. Изучите голограммы ингредиентов малого принтера. Пиздец, аж 3. А разобрать можно как-то? Я бы разобрал. Столько ресурсов нахрен. Так. Ну тут кроме... Изучите голограммы. А какие из них? Вот, как ты его собрал. Очень все пока непривычно. Делать механики. Так, изучите голограммы ингредиентов малого принтера. Да я и Зорька. Прямо его изучим. Ну и чего? Алюминий. Как-то эту хрень надо сделать. Двигатель на твердом топливе. Аммоний, алюминий. Ну, я изучил его, дальше слышу. Это вилка. Хрен знает. Привет, Честер. Ну, давай попробуем вниз спуститься. Честер Мшин. Привет. Надеюсь, я смогу вернуться. Блин, а подыхать не очень хочется. Эйу. Как добраться-то? Так, требуется аммоний. Удерживать открытие стропедии. Давай так. Природный ресурс аммоний. Окей. Где у нас алюминий? Не вижу. Угу. Вот этот алюминий. Вот тут прилично, конечно, этих самых неизвестных ресурсов. Изучите голограммы. А, еще вторая вот голограмма вижу. Что это такое? Алюминий. Ну, понятно. Это я уже посмотрел. А что надо еще? Не врублюсь, может быть, надо каждый вот так вот. В смысле вытащить. Я их тут лишних понаделал. Может, игра считает то, что я должен все посмотреть. Так, окей. Тут посмотрел. Давай тут.
Он глянул. Тут. Все. Что надо-то, я не понимаю. Я других голограмм тут вообще не вижу. Камон. Только изменить цвет маячка. Красный, что ли? Ну давай, пускай будет красный. Подобрать это как-то можно? Вот подобрать прям. Пора мешается. Так. И к себе в рюкзак. О, подожди, получилось. О. Теперь можно опоры ставить. То есть, когда они у тебя справа наверху, то их можно как-то лепить. Я думаю, все-таки попробовать пойти посмотреть эти алюминий и аммоний. Тихо. Кислородка кончается. Оу. Я сейчас, наверное, туда пизнусь, и меня хуй найдут. Йоу. Зашибись. Вот это попадос. Ладно, хоть опору поставим, будет чем дышать. Не знаю. Будет весело, если в середине пещеры сейчас просто кончится этот... Тихо. Кончится опора, и кислорода не будет не найти. Блин, может добуриться куда-нибудь наверх? А непонятно. Кислород кончается. А у меня, походу, еще и опоры, да, кончились? Ну, пока есть. Это была последняя. Так, давай. Чувак, делай опор. Блять, малый принтер. Твою мать. Нахрен он мне тут нужен? Вот оно как меняется. Опоры. Вот. Опоры прям надо было поставить. Рюкзак, чтобы он изготавливал только опоры. Короче, и потом мутить эту херню. Печалька. Короче, я, походу, остался без воздуха в пещере. Ну, хорошо, что тут еще пока этих врагов каких-нибудь нет. Так. У меня очень мало кислорода. Давай попробуем добежать до куда получится. Глядишь, может, кислород надо будет. Блин, это еще глубже. Да, кислород уже начинает подавать признаки. Бля, печалька. Ладно, придется дохнуть, что делать. Потому что что-то мне тут кислорода не найти. Кислород, скорее всего, находится где-то на поверхности. Побурим немножко. Прям до мантии нах пробурю. И он подох, короче, где-то в центре земли. Прикольно, прикольно. Так, выйдите из десантной капсулы. Достаньте за комплект. Кстати, ну пылесос у меня с собой уже есть. Хорошо. Опора.
Отправляйтесь к маячку своего рюкзака. Серьезно? Мне ж туда не добраться будет. Что делаете-то? Бля, надо было не бурить, короче. Попадался. Пиздец, это только обучение. Что-то мне сдается, надо будет это обучение заново запускать. Потому что какой-то беспредел вообще творится. Давай-ка на самом деле. Так. Даже с обучением какой-то геморрой. Бла-бла-бла. Так, осматриваемся, бла-бла-бла, выходим. Управлять. Двигаем к опоре. Здесь это я поставим. Так, линия опор, кислород не поступает. То есть мне нужно взять и провести опору. Ставить я их не могу. Так, соединил. Соединил. Вот еще опора. Эй, я ж поставил. Все? Вроде стоит. Нет. Все, соединил. Идите вдоль линии. Заберите припасы выброшенного рюкзака. Открываем. Фонарик. Сохраняем. Отправляйтесь к синему маячку. Мать его. Так, у меня кислород кончается, кстати сказать. По-моему, я уже здесь начал опоры, да, ставить? Нет, тут их нет. Маяк не вижу. Угу. Так, достаньте инструмент. Берем. Так. Поменяем что ли? Это можно цвет поменять? Только как-то менялось. Ладно, хрен с ним, добудьте из залежи соединения печати опор. Берем. Добираем кислород. Напечатайте комплект. Так. Органику выкидываем. Тут что? Опора. Печатаем.
Павел Виноградов. Здоровенький. Почему у тебя странный цвет лица сегодня? Желто-зеленый. Привет, Паш. Да что-то вот он тоже, тут Молчан заходил, тоже говорит зеленый. Я не знаю, что-то, блин, с контрастом. Ну, вроде как ковырялся в настройках. Не знаю, в чем фишка. Как-то вот так сегодня, наверное. Так, тихо, я не соединил опоры. Всё. Кстати, не обязательно было прямо оттуда все тянуть. Так, добудьте смолу. Сейчас вот пылесосом. Печатайте контейнер из рюкзака. Здесь еще опоры бахнут. Даман 72. Привет, друг, лайк лови. Привет, Даман, спасибо за лайкос. Павел Виноградов. Говорят, у Молчина тоже странный цвет лица. Да, возможно. Давненько, кстати, с ним не видались. Так, напечатайте контейнер. Подожди. Контейнер. Так, вот он, малый контейнер. Печатаем. Постройте эстакаду, ведущую к площадке шаттла. Так, а как вот, кстати, что это вообще за контейнер, кстати сказать? Я его просто поставил. Инструмент изменения рельефа. Собрать почву. То есть просто с помощью вот этой херни взять и нарастить почву. Ну давай соберем. Где-нибудь здесь соберем. Чтобы где-нибудь здесь построить. Чтобы построить что-нибудь ненужное, надо сначала взять что-нибудь ненужное. Так. Гора более прикольная получилась. Только это я орешки дал. Многовато. Короче, симулятор строения. Прямо под каждым углом надо смотреть, как у тебя получится все это дело. Тут странно, конечно, то, что это все это дело, вот то, что я сейчас построил, это называется типа эстакада. В моем понимании эстакада, по-моему, как-то немножко иначе выглядит. Ладно. Так, подожди. Попробуйте запустить малый шаттл. Войти, наверное, да, просто надо. Так, запустить на орбиту. Требуется двигатель. Выйдите из малого шаттла. Выходим. Изучите запись о двигателе на твердом топливе в каталоге. Открываем. Каталог. Двигатель на твердом топливе. Расходный. Закройте каталог. Закрываем. Найдите образцы для исследований, чтобы заработать байты. Так. Кстати, что у нас по кислороду? Почва. Природный ресурс. Ну короче, почва у тебя складывается в отдельные контейнеры и занимает целый слот. Но сколько там почвы этой поместится, конечно, неизвестно. Ладно, мы пока это дело оставим. Здесь. Ладно, пусть будет смола. Опоры. Главное вот с опорами, блядь, не накосячить. Хватаем пылесос. Так, сканируем. Раз. Второй.
смотреть. Так, разблокируйте двигатель на твердом топливе. Надо домой вернуться. Так. Каталка. Так, двигатель на твердом топливе. Разблокировал. Напечатайте малый принтер из рюкзака. Хорошо. Открываем рюкзак. Малый принтер. Печатаем. Прям все из этого, все из кислорода почти делается. Из смолы только делается у нас сам контейнер какой-то только один. Так, разворачиваем. Вот здесь. Изучите голограммы ингредиентов малого принтера. Так. Подходим. Ну и все, да? Просто было надо навести. Верните малый принтер в рюкзак. По-моему, это или на F делается. Нет. Ну так. Вот, пойдет. Постройте линию опор, ведущую к оранжевому маячку. Сейчас уже затупов поменьше, короче, поэтому... Пройти так надо, аккуратненько. Главное, аккуратненько. Все, опоры кончились. Так, рюкзак, малый принтер нет. Тен-тен. Где опоры? Опоры. Лепим опоры. Надо, кстати, вот сейчас будет их посчитать, сколько штук. Раз. Два. Три. Я бы даже, наверное, еще пособирал тут, пока есть возможность. Короче, они стакаются, да, у тебя в рюкзаке? Я понял. Так, ладно, погнали дальше. 4. О, 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну, примерно 10-11 опор, да, где-то ты можешь поставить. И все, потом попадос. Давай. Скорее всего 10, не 11, а 10 опор. Далее же аммония. Я полез там что-то, блин, уже в ядро ковырять и все такое, нахрена. Вот, пожалуйста, у тебя все есть. Так, маячок. Ну, свет. Хрен с ним. Аммоний. Добудьте аммоний. А сколько его надо добывать-то? Так. Так, залежи латерита. Латерит пока не нужен. Добудьте залежи латерит. Для изготовления алюминия. То есть алюминий из латерита делается. По-моему, ребят, там что-то было с материаловедением. Давай пойдем к латериту. Так, инструмент изменения рельефа отложить. Восстановите подачу энергии. Молчание до YouTube. Половину Паша, печи. как твои дела, родной? Восстановите подачу энергии к плавильной печи. Для начала, наверное, нам туда дойти. Вот так. Разъем кабеля. Так. Что они мне показывают? Убежище. Предмет для строительства базы. Построение базы убежища обеспечивает безопасное место энергии и кислород. Производство тет-энергии 1 единицы энергии в секунду. Разъем кабеля. Выбрать с помощью курсора. Так. Кабель.
Кабель же. Кабель. Выплавка ресурсов. Переплатьте лотерею в алюминий. Там мне сюда, что ли, ресурсы надо запихивать? Это что у нас? Подожди, это что за ресурс? Что мне искать? Надо сначала убедиться, что это за ресурс такой. Что вот это такое? Так, ну... Короче, вот эти два. Лотерит в алюминии. По-моему, сюда. Молчание на YouTube. Мой цвет лица синий. Цвет настроения синий. Напечатайте малый генератор из рюкзака. Так, выбираем малый генератор. Подожди. Печать предметов. Допустим. Подсоедините малый генератор к плавильной печи, чтобы увеличить ее выработку. Куда ее подсоединять? А, ну, наверное, таким макаром. Пипка к пипке. Соберите из ближайшего образца флоры органику для заправки малого генератора. Короче, малый генератор у нас на органике работает. Понял. Еще надо, да, по-моему? Погнали, здесь пособираем. Попылесосим. Все, я органику собрал. Сюда надо поставить органику. Ни хрена не вижу. Хорош. Заберите из плавильной печи алюминий. Это он, да? Все. Напечатайте на малом принтере двигатель на твердом топливе. А что, мне типа назад надо возвращаться? Малый принтер. А, вот я для чего его собирал. Так, сюда. Чик, сюда. Готово. Как это работает? А, ну его надо подсоединить, короче, к генератору наверняка. Вилка кабеля. Ах, короткая кольчушка. Блять, отсюда дотянется. Хера с два. А что такие кабеля-то короткие? Давай тут поставим. Сюда-то по-любому дотянется. Все. Да твою мать. Я ж поставил все. Ну, блядь. Так, включаем. Все. Двигатель на твердом топливе. Печатаем.
Я процесс бы хотел посмотреть. Как 3D принтер чик-чик-чик-чик-чик херачит. Все или еще что? Может, ресурсы нужны? Да нет. Вернитесь к площадке шаттла с двигателем на твердом топливе. Так. Это с собой можно взять? Да, можно. Пока это, короче, таким образом оставлю просто. Не, башит не ближний свет, конечно. Так, открываем. Ну распаковать просто двигатель. Упакованный. И куда его? Все. Полетели. Требуется двигатель. В смысле? А я сейчас еще распаковывал тут вот. Подожди, его надо подсоединить. Не, он как-то пришпандорился туда самостоятельно и все. Рабочий фонарь. Распаковать нельзя. Угарно. Запустите малыша. Надо сначала в него войти. Так, выйти, запустить на орбиту, запустить на другую планету. Куда? На орбиту или другую планету? Давай на орбиту. Та-дам! Поехали! Как Гагарин, блядь. Ну все, наконец-то закончилось это обучение. Начать новое приключение. Так. Перед началом новой игры советую вам пройти обучение. Хотите пройти? Ну, спасибо, я уже прошел. Костюмчик можно выбрать. Зелененький. Это все заблокировано. Видимо, за отдельную плату, короче, можно и костюмчик себе какой угодно пошить. Спасибо, не надо. Да, красный пускай будет. Не очень. Яркость. Ну, совы прикольные, короче, делают. Летный костюм. Палитра, ничего не пропустил, шляпки, ничего. Маски тоже нет. Это, видимо, в ходе игры надо. В ходе игры надо получать. Подтвердить настройки, начать приключение, да. Окей. Прибытие на Сильву. Новое задание. ТТТ на основе навигации какие-то. Так, выходим. Видишь, все зеленое. Ну, что прикольно, будут разные планеты с разными гравитациями и так далее. То есть на каждой планете свои нюансы. Так, управление. Идти. Исследуйте, находите странные объекты. Ссором, бежать, удерживать, прыжок, масштаб.
Ну, это все в обучении, в принципе, было-то. Колесо действий. Колесо действий дает доступ к множеству полезных. Так, удерживать. R. Открыть. Компас. Отслеживание важных мест. Задание. Помогает исследовать, обеспечивает вас инструментами, позволяет делать полезные открытия. Журнал заданий. Прикрепляйте к местам приземленным рюкзакам отслеживание целых. Забирайте награды за выполнение заданий в местах приземления через прикрепленные журналы заданий. Ладно. И чего, и чего? Комплект опор для... Чё? Расширение кислородной сети после подключения к генератору. Ковшик. Большой, средний, убежище. А где задание посмотреть? Давай войдем. Постоянная база, видимо. Убежище обеспечит безопасное место, энергию и кислород. Выходим. Тут у нас что? А, вот журнал заданий. Это? Везде отмечается только журнал заданий. Ладно, давай смотреть. Что у нас по заданию? Просматривайте, следите за что, чем. Блин. За обучающих исследовательских заданий. Так, награды за посадку. Свет вдали. Откройте для себя камеру перехода. Найдите одну из странных конструкций, проецирующих столб света. Как это взять? Не знаю. Так, отслеживающий, активный. Выполнено на посадку. Хорошо. Так, ну, естественно, приходится разбираться. Так, свет вдали. Активно, свет вдали. Откройте для себя камеру перехода. Найдите одну из странных конструкций, проецирующих столб света. Основы астронавигации. Распаковать ген кислорода, установить ген кислорода в убежище, проведите энергию от принтера к убежищу. Что-то я не пойму, мне надо... Нет, рюкзак пустой. Мне надо типа идти исследовать во все или что? Ну, что-то дали. Что это такое? Ген кислорода. Хуя какая штука. Давай его подальше чуть поставим. Так. Блин, не вижу. Давай так. Кислород. А, генератор. Генератор кислорода. Предмет для генерации кислорода. Обеспечивает стабильный приток кислорода по соединенным опорам, платформам и кабелям. Понятно. Малый принтер. Подожди, он уже, блин, строить собрался. Допустим, вот здесь. Генератор кислорода. Нет. Соединяем к базе. Не знаю зачем это, но может пригодиться. Типа что, не достает, что? Давай поближе. Так, принтер подсоединим. А дальше что? Тут получается на каждую базу раз, два, три,
4 вилки. Давай еще раз задание посмотрим. Найдите одну из странных конструкций. А тут распаковать ген кислорода, установить генератор кислорода в убежище. Так. Его прямо в убежище. И что? Я не понимаю, как меня требует. А что, как-то присоединить надо? Нет. Развернуть. А, подожди, вот. Влезает. Так. Новое задание. Больше воздуха. Так, вот мы за эту штуку забираем что-то там. Установите опору под генератором кислорода. Опоры помогают вводить кислород из генераторов и можно распечатать в рюкзаке. Предмет малый контейнер, байт. Так. Сейчас мы, наверное, собственно, базу сначала построим, а потом уже что-то будем мутить с этим остальным все. Бля, я забыл, что он делал. А, вот какую-то хрень дали. Так, опоры. Берем. Еще раз. Установите опору под генератором кислорода. Так. Вот одну опору я, допустим, поставил, да, только чуть-чуть в сторонку ее. Вот так. Новое задание. Так, больше воздуха. Сначала мы забираем байты, вот эту всякую фигню. Так. Соберите соединение. Соберите смолу. Используйте инструмент изменения рельефа для сбора ресурсов в мере. По мере чего? По мере выемки. Так. Активные задания. Странные конструкции пока не искать мы не будем. Наполните малый контейнер почвой. Ну, давай так. Сначала надо этот контейнер-то малый сделать, наверное. Пылесос возьмем. Что-то не почва, ни хрена. Пусто. Может, это будет почва? А, это уже нельзя собирать. Органика. Подожди, может, это все и есть органика? Давай попробуем поглубже попылесосить. Да, что так органики-то до хера? О, это почва? Ну, допустим. Да, ни хрена, слоты пустые. Потом контейнер был. Контейнер. То есть сначала из смолы надо сделать контейнер, а потом туда в него собирать уже любые ресурсы. Правильно?
Вон степень заполнения контейнера, насколько я понимаю. Рисуется, да, вон он. Все, собрал. Короче, начинаю разбираться. Что тут к чему? Смотрим. Так, бонус берем. Так, соберите соединения. Какие соединения, хрен знает. Инструменты. Блин, какой из них-то лучше выполнить? Инструменты разблокируйте, напечатайте и мод устроения для инструментов изменения рельефа. Блин, они вот только начало миссии, они уже начинают этот как. Ну, то, что неудобно, то, что сокращено. Что значит и прикр мод ускорение для инструментов изменения рельефа? Хер знает. Что там, соберите соединения, смолу соберите. Пока ничего не дали. Бум-бум-бум-бум-бум. Вон смола. По полицейсе. Смолы до хрена надо будет. Смолы надо будет прилично собрать. Так, что такое, интересно, соединение вообще? Органика. Нет, это не надо. Смола нужна. Вот чё? Главное, чтобы получилось выбраться отсюда. А мы сейчас зароемся. Я тут больше не вижу. Так, смола собрана. А тут еще торчит. Копатель. Что-то неохота мне вот прям... О, подожди, смола. Неохота прям очень глубоко зарываться. Я думаю, можно приключения себе тогда на жопу найти. Пока все еще не знакомо. Эй-эй-эй-эй-эй. Хоть пещеру пиздануть. Так, смола готова. Эй. Вот. Так и подохнуть можно. Соединение требуется. Открыть астропедию. Ну давай. Алюминий. Вот соединение. А, подожди, это ж кислород, типа. Вот оно чё. Блин, а где его искать? Хер знает, давай туда куда-нибудь сбегаем. Лучше бы забраться, конечно. Ага. А вот хана, опоры кончились. Полно смолы. Давай-ка мы ее выложим. А нет, хотя, в принципе, еще место есть. Несколько слотов. Опоры можно тут как-то забирать. Нет, чисто генератор. Что такое? Давай поисследуем.
Хрен ты его выкинул. О, поисследовать. Журнал заданий, каталог исследований, компас. Компас, ну, пока он мне не особо, конечно, нужен. Исследование, по-моему, на F. Я не могу, походу, его исследовать. Бля, где кислород-то весь? Надо кислород. Иначе мне пиздарики. Тихо. Блять, он сейчас задохнется. Чувак, живи. Живи, чувак. Еще чуть-чуть осталось. Все. Блять. Кислород искать. Вот. Охренеть. Да, блять, какой компас. Эти соединения. Ну. Ладно. Все, валим назад. Пока он не сковырнулся. Еще. Подожди. На органике там вот этот генератор, по идее, он тоже же на органике работает. Можно засунуть сюда? Походу нет уже. Ну ладно, оставим пока. И это тоже. Походу лишние эти слоты были заполнены. Вот этими соединениями. И остальное тут соединениями. Короче, органикой. И вот эту вот органику лишние соединения я просто его просрал. Где кислород еще? Вот он. Нет, я не успею. Далековато он от базы так-то находится. Так, поворачиваемся. Тыкаем здесь опору. Максимально хотелось бы просто ее растянуть удовольствие. Все, что ли, уже кончается. Да. Надо будет привыкать, на каком расстоянии можно делать вообще эти опоры. Тихо. Да. Так. Кислорода не очень много, поэтому приходится экономить на опорах. Бля. Соединил? Да, вроде соединил. Федор Андреевич, привет. Мини-РТГ можно скрафтить или только задания выполнять? Тут задание, короче, можно выполнять. Ну, кстати, для начала привет. Задание можно выполнять только с обновой. Как бы до этого заданий не было, и поэтому просто все крафтили и бегали по ходу без заданий. Вот. Так что это песочница, как бы можно делать что угодно.
Есть там творческий режим. То есть ковыряешься себе сколько влезет. Да, у меня опоры закончились. Я только к кислороду, кстати, подбежал. Так, собираем. Эй, блядь, не туда бурил. Тут, кстати, тут много соединений. Не знаю, почему-то мне удобнее это дело кислород тут называть. Так, ресурсы выполнено. Ладно, опоры лишние. Все-таки надо, конечно, скрафтить. Теперь для выполнения задания у меня, наверное, не хватает, да, ресурсов? Давай здесь вот опорку бахнем. Одну. Вторую. Здесь попилим кислорода. Все, соединение собрал. Ничего лишнего. Ну, блин, слоты, конечно, забиты. Какой там Resident Evil? Прям ограниченное количество места, ресурсов дает немножко другое изменение в геймплее, короче говоря. Здесь вообще опоры лишние стоят. Я бы их пособирал, наверное. Все, да, можно забирать, короче. Так, ресурсы собраны. Берем. Так, напечатать средний принтер. Средний принтер к платформе. Ага. Так. Прикрепить средний принтер к платформе. Какой платформе? Вот к этой вот? Давай попробуем, конечно. Сначала мы его распакуем. Он так вылетает. Такое ощущение, как будто сейчас в меня долбанет. Это принтер такой? Средний склад. По заданию. Платформа. У меня две платформы дали. Подожди. Сначала принтер надо. Фильтр кислорода, малый контейнер, малый генератор, маячок, рабочий фонарь. Малый принтер. А мне средний надо. Что для этого нужно? Пока непонятно. Обеспечивает сохранность предметов. Что там? В малых ячейках. После активации можно свернуть или развернуть. Ну давай тогда уж. И это дело мы распакуем. Вот такая пенка. Такая, не знаю зачем. Так. Ну, распаковывайся. Так, две платформы, ну а что толку-то с ним? Не одинаковые. Оставим. По заданию у нас напечатать средний принтер. Тут какие-то буры, короче, надо делать. Это, наверное, что-то уже более позднее какое-то. Ну, типа, увеличивает скорость бурения там и так далее. Пока хрен его знает, ну давай. Тут у нас наверное, вот самое такое основное задание, главное, да? Инструменты, распечатка. Напечатать средний принтер.
Как это сделать? Так, смотрим. Малый принтер. Маячок. Генератор. Контейнер. Малый принтер. Стой. Вот где надо, походу. Малый принтер. Средний принтер. Так. Распечатать из ресурсов. Большие предметы. Во время работы расходуется 2 энергии. 1500 байт. А где мне это взять тогда? Средний принтер. 1,5 штуки. Это что у нас такие за цветочки там растут? Как-то же мне тут давали, я помню, байты вот эти. Это у нас типа ресурсов. Местная валюта, короче говоря. Нет, валим отсюда нахрен. У меня еще кислород кончится. Так, давай посмотрим по заданию, что еще можно сделать. Принтер. На принтер пока нет ресурсов. Модификатор ускорения для инструментов изменения рельефа. Центрифуга почвы. Давай посмотрим. Средний принтер, большой принтер, убежище. Окопщик, опора, маячок. Блин, все закрылось. Так, малый принтер, упаковщик и ничего. Это можно типа изучить. Ладно. Подожди, малый принтер. Большой, никак. Требуются вот эти байты. Где мне их найти тогда? Вспомнить бы, как они вообще выглядели еще. Я знаю, пойдем поищем. Может быть, где-то что-то и найдется. Мне кажется, что-то это будет. Не так-то часто эти байты встречаются. Стоят. Ну, катится куда-нибудь. Блин, лес топить. В принципе, опор хватает. Пропылесосим маленько. Так, не хватило длины. Где же эти байты искать? Так, не хватает. Не знаю, что-то как-то, думаю, логичнее будет к кораблю вернуться. Тут изучено. А, подожди, он изучен.
Так, а что для этого требуется? Написано, что изучено. Может, на генераторе его можно сделать? Так, малый принтер. Средний принтер, вот он, мать твою. Да, пожалуйста, он 2 соединения стоит. Пускай делает. Разбираемся еще, короче, над всем этим. Так, вот он принтер. Все, ты закончил? Окей. Куда-то его надо присоединить. Он с помощью кабеля крепится. Приборная. Тоже не там. Не, походу его надо. Что происходит? Там какой-то астероид, что ли, мимо пролетел. Как пришпандорить-то это все дело к базе? И наверх, вниз, куда? Куда он встанет? Вот он должен, наверное, как-то как генератор сесть. Так же. Чик и все. Как крепится? Не пойму, сверху, снизу, что? Так, еще раз задание. Так, напечатай средний принтер. Прикрепить средний принтер к платформе. Точно. Я понял. Так, как выйти-то из этого, блядь? Платформа же. Холодно. Компас надо, твою мать. Так, куда-нибудь. Подальше. Зашвырнул. Взял 2 опоры, потратил. Так, компас-то как убрать? Люди добрые. Не найду компас где. Антонов, привет. В чем суть игры? Здорово, Егорыч. Это песочница, короче. Тут фишка построить эти, как его... построить. Короче, докопаться до центра каждой планеты, по-моему. Так. Ну тут
Это не так-то просто сделать. Короче, до центра каждой планеты, в центре каждой планеты там какой-то артефакт лежит. И его, этот артефакт, несколько артефактов выстроить как-то в ряд в каком-то помещении, и типа будет конец игры. Вот. И насколько я правильно понял то, что я прочел. Ну, то есть, как это все дело работает, пока хрен знает. Так, присоединяемся к платформе. Сюда. Бля, кабеля такие маленькие, а. Что за хрень? Вообще. Стой. Главное не забыть то, что она там находится. Не дотянется? Нет. Придется в целом всю платформу взять. Так. Вот так. Теряем. Каталог, компас. Вот, наконец-то, блядь. Получилось херню это убрать. Так, по заданиям. По заданиям у нас... Забрать в любом месте приземления. Что-то можно забрать. Антонов. Ясно. А чё зеленый такой? Укроп, Я что ли? хрен знаю. Вот каждый, короче, кто заходит, говорит то, что, блядь, камера зеленая. Я уже приостанавливал типа того стрим и ковырялся в настройках. Все равно, короче, этот ебаный зеленый оттенок, я не знаю пока что как убрать. Это надо останавливать именно стрим, разворачивать все на полную катушку и, блядь, ковыряться долго-долго с контрастом и гаммой. Походу так. Так, что забрал? Инструменты. Активно. Да я уже запутался, какие задания. Хуйню дали. Тут надо тащить ее. Так штука по-любому здорова. Давай вот здесь где-нибудь. Большая платформа. По заданию. Плавление металлов, работа с энергией. Ебать. Пиздец. Что так дохуя-то все? Отслеживание. Модификаторы бура. Я думаю, это рановато еще насчет буров. Авторука. Контейнер ресурс. Сенсор склада. Бля, когда хера тут все. Жесть какая. 3D принтер. Антонов. Хитмун прошел уже, что ли? Не прошел, там Хитман пару миссий, что-то такое осталось. Хитман на следующий, наверное, стрим будет. Движок на твердом топливе. Гидрозиновый движок. Ёбнулся. Мощность бура. Подожди-ка. А, это бур для планетоходов вообще. То есть можно буровую свою передвижную установочку сделать. И поиграть немножко в буровиков. Трактор, прицеп, средний гудок, подъемник, средний склад, средний амбар, высокий склад. Платформа. Высокая. Это для строительства зданий, видимо. Генератор, солнечная панель, средняя батарея, РТГ. Удлинители, переключатель. Все не то.
Контейнер для газов, короче, отдельный. Полевое убежище. Принтер, поры, малый контейнер, малый генератор, модификатор ускорения, модификатор бура, вот он. Погоди-ка, а что для этого надо? Керамик. Модификатор ускорения. Что это? Как посмотреть ресурсы требуемые? Увеличивает скорость деформации, закрывает на инструмент изменения рельефа для активации. Что это требуется? Я вот не могу разглядеть. Предметы, блять. Плохо видно, буквы сливаются, короче. Вот модификатор бура, вот я разглядел слово керамика написано. Пойдем керамику поищем. Вот там вот что-то такое похожее было. Может быть, это и есть керамика, хуй знает. Как они что-то... Подожди. Где же тут? Бля, я забыл, где тут ресурсы описываются. Скорость нет. Творческий режим, настройки нет. Подожди, вот. Ресурсы. Тын-тын-тын-тын-тын. Керамика. Вот, подожди, вон она, керамика. Чищенная глина. Так, вот это что у нас? Глина, да? Давай соберем побольше. Сколько это возможно, конечно. Все, наверное, хана. Глины больше нет. Сейчас, блядь, как уебусь куда-нибудь. Блядь, это просто почва. Да наверх валить. Вообще надо лишние, блядь, слоты, наверное, освободить. Нахер нам сралось это все. Валяется эта смола. Она пока не нужна точно. В ямке можно будет все это дело хранить. Просто чтобы не потерялось. Так, ну опоры, точнее, ну короче, кислород пригодится для опор соединения, а вот смолу надо как-то замутить. Малые и средние предметы. Тут можно глину замесить эту, чтобы быть глиномесом. Нет, нихуя. Бля, где же я? Стой. Малый принтер, упаковщик. И то. Керамика. Керамика у нас добывается из глины. Там нужна плавильная печь. Правильно? Что этот принтер там тоже мне сделает? Сюда же, да, я не могу сюда поставить. Короче, это бесполезняк. Пока что-то затор какой-то, затуп. Ладно, мы эти ресурсы вот здесь опять сложим.
Буду просто помнить, что тут у меня до хрена смолы и немного глины. Керамика. Керамика. Ну, понятно, что керамика это обработанный материал. Его надо, короче, где-то на печке, блядь, делать. Где эту печь взять? Я вот пока печку туда не видел. Инструменты, походу, сейчас не получится разблокировать и напечатать. И модификатор. Нет. Печка нужна где-то. Где-то надо ее дыбать. Плавление металлов. Плавильная печь, вот она. Так, вот активные есть, короче, задания. Напечатать и использовать камеру для исследований. Ну, допустим. Камера для исследований. Опоры. Малый принтер, упаковщик, рабочий фонарь, маячок, малый генератор, малый контейнер, фильтр кислорода. Опоры опять. Так, надо мне что? Я уже забыл, блин. Упаковщик, нет. Опоры, фильтры, кислородный бак. Генерация кислорода, малый контейнер, маячок, фонарь, сигнальные огни, прожектор даже. Малый генератор, блять, я забыл уже, что нам делать-то. Использовать камеру для исследований. Исследовать объекты для разборки в камерах и добейтесь стабильного поступления байтов. Ага, то есть, короче говоря, чтобы камеру для исследований, чтобы изучать определенные ресурсы. Камера для исследований. Нам надо ее здесь, наверное, поискать. Динамит даже. Вот, подожди, малая камера. Нет, не так. Камера для исследований. Она изучена. Нужно соединение и смола. Так. Берем соединение есть. Смола тоже имеется.
Раз. Два. Сколько у меня еще? 3 ячейки. Сколько смолы надо, хер его знает. Так, соединение 2, смола 1. Тут смолы я многовато долбанул. Так, упаковщик, рабочий фонарь, генератор, контейнер, фильтры, опоры, принтер, упаковщик. Бля, только что же было. Подожди. Куда она делась? Большой принтер. Где-то тут она, бля, была. Вот она, камера для исследования, смола. А где это все делать-то? Ладно, свернем. Это, наверное, надо на этой, как по-моему. Да, вот здесь, на большом принтере делать. Принтер. Камера для исследования. Вот, пожалуйста. Все, мутим. Как оно-то делается? Я как-то могу сворачивать, чтобы не наблюдать за всем процессом. Нет, походу. А так просто отменять. Не, вон смотри, сворачивается. Каким-то образом, но я ее свернул. Какая долгая хрень. Все, еще нет. Давай, еще один. Все, распаковываем. Это надо как-то подсоединить, короче. Давай подсоединим. Развернуть как-то я могу от модуля. Я ее взял. Крутить я могу этим предметом? Вот нет. Наверное, надо запитать ее как-то. Нет? Нет? Нажимаем клавишу, чтобы начать исследование. Идет исследование? Или что? Нет. Тут где-то
Вот этот камень валялся. Ну-ка, может его притащить надо? Вот. Ой, я голубей. Ну давай. Мутится? Нет. Не понимаю, изучается или нет. Может, для этого что-то надо? Он как будто дергается, но не это. Ничего не происходит. Преобразовать предметы для исследования в ресурсы и байты. Вот. Время работы исходит 2 единицы энергии. Так ничего не происходит. Подожди. Таня. Сейчас я попробую, конечно, вот так вот сделать. Да не хочет он. Бля, я была какая-то. Еще раз задание посмотрим. Так. Изучите образцы естественным образом. Появление и рост. Что? И каменной поверхности. Блять, вот эти сокращения, конечно, это полный пиндык вообще. Так, давай-ка мы инструменты берем пока. Так. Изучите образцы. Следуйте, используйте образцы для исследования. 10 штук. Такой маячок. Нахер он спался? 2 маяка дали. Нужны они, блядь, 10 лет. Тихо, тихо, тихо. Тут что-то появилась какая-то это. Контекстное меню. Не то. Бля, так он не работает. Ну. О, что это за ёбать? А, это эмодзи, понятно. Так она вообще не работает. Совместимо с камерой для исследования. Запитать ее никак. Бля, в обучении же этой херни не было. Вот что они от меня требуют, я не понимаю. На единицу энергии. Все вроде как все нормально. Это платформа, я не знаю для чего. Подожди, слушай, а может быть ее на платформу надо поставить? Мне же не зря их 2 давали.
Давай-ка мы захерачим ее вот на вторую, вот на эту средненькую. И потом запитаем. Правильно? Глядишь, прокатит. Нет. Она на большую, походу, только лезет. Да, она громоздкая слишком. Все, вот она и встала. Падла какая, а? Кто бы мог подумать. И раз. Не дотягивается. Куда бы ее влепить-то? Места мало. Так, склад, наверное, можно вот как раз на маленькую платформу и забодяжить. Где эта платформа? Короче, все вещи, они работают именно на платформах. Так, подбираем. Вот сюда. Покомпактнее, наверное, все-таки их лучше чуть, да, поставить. Места тут не очень много. А можно соединять одно с другим. Да, они пашут вот это как гирлянды, короче. И сюда вот мы, к примеру, можем сложить на хранение. Да. Средний склад. То есть там по 4 ячейки с каждой стороны, но это не густо, кстати. Такой себе склад маленький. Как бы его взять? Эй, чувак. Ладно. Попробуем. Ну, блин, чуть-чуть же. Да какие маленькие эти кабеля. Да вот так. Чип, заработал бухенваль. Сейчас он что-нибудь там накрутит. Есть же процесс пошел? Да, пошел. Типа, жди 10 минут. Какая-то долгая обработка камушка. По-моему, даже есть резон пойти еще такой поискать. Либо дождаться этого. Да, серьезно, блядь, 10 минут жди. Жопа. Пока он разберет этот камень. Давай хоть сохранимся. Мало ли что. Кстати, я тут смотрю, то, что день и ночь, да, меняется, смена погоды есть, короче. Так, найдите, используйте образцы для исследований, 10 штук. Ну, не знаю, сколько мне дадут за один камень это. Надеюсь, то, что все 10. Ко мне больше искать не придется. Шли, пробежимся в округе. Все опоры кончились. Побежал уже. Кислородка есть? Вот он. Нет кислорода. Шли добывать. Еще я видел в трейлере то, что тут бывают такие планеты с этим, как ну, там разная гравитация. Можно прыгать как на Луне. Так, давай-ка здесь. Не то. Все не так.
Все. Все, надо подниматься. Два соединения, короче, получилось. Это значит, я могу сделать как минимум одну опору. Тихо. Ставим. Главное не просрать. Генератор нет, контейнер нет, опоры. Вот. Тупик. Мутим опоры. Все равно придется, мне кажется, идти искать что-то. Исследовательскую херню тут никто не отменял. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опа, кислородик. И еще бибика какая-то. Тихо, тихо. Сейчас вот тачку попробуем угнать. Альтернативное ремесленничество. Центрифуга почвы извлекает обычные природные ресурсы из контейнеров почвы. Шредеры перерабатывают обломки, ненужные предметы в лом. Платформы обмена. К чему мне это знать? Ну это утиль, короче говоря, это могу потом только переработать. В случае чего. Надо инвентарь почистить. И опора. Это стопудово не надо. Блин, смола может пригодиться. Еще опоры надо сделать. Все, я понял. Ну, тут-то явно ничего такого нет. Блин, не знаю, ну давай попробуем еще чуть дальше пробежать. Угу. Там еще какая-то хрень. Че он туда сходит? Да, это тоже обломки. Силовые ячейки. А запылесосить эту хрень можно? Ну, это просто обломки. Я какие-то ячейки силовые подобрал. Максимальный запас энергии. Хрен знает, может это и пригодится. Давай вернемся. Ячейки до смолу можно выложить. Пока это все не надо. И, кстати, вот если ты где-то запутался даже, то можно вот просто по этим веревочкам вернуться. Единственное, если только ты пизданешься куда-нибудь, тогда тебе труба будет конкретная. Так. Давай мы прямо здесь, наверное, оставим ее. Эту ячейку. Может и пригодится. Смолу сюда же.
Блин, я вот не совсем понимаю, зачем вот этот контейнер использовать. Ну, в смысле, вот